Трактор «Гном» и его модификация «Карлик» – одни из первых моделей отечественных тракторов, созданные талантливым изобретателем Яковом Васильевичем Маминым. Их часто называют символом начала советского тракторостроения, поскольку их появление совпало с приходом советской власти. Вот только в условиях коллективного ведения хозяйства сама концепция мини-тракторов, несмотря на их гениальную конструкцию, оказалась неуместна. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о компактных тракторах Якова Васильевича Мамина, Гноме и Карлике. Яков Мамин – известный механик, ученик Федора Абрамовича Блинова, пионера гусеничных тракторов. Вместе с братом Иваном он основал завод в Балакове, где наладил выпуск двигателей и занимался разработкой тракторов. После революции завод был национализирован, однако сам основатель так и остался работать на нем. В 1919 году Яков Мамин создал трактор «Гном», первую советскую модель, основанную на его ранних разработках. «Гном» представлял собой трехколесную машину с задними ведущими колесами. Сердцем трактора стал бескомпрессорный двигатель высокого сжатия, изобретенный самим же Маминым еще в 1906 году и известный как «русский дизель». Это был вертикальный двухтактный двухцилиндровый двигатель мощностью 16 лошадиных сил при 500 оборотах в минуту. Он работал на сырой нефти и всем, что горит. Трактор весил около 1400 кг, что было значительно меньше, чем у импортных аналогов. При соотношении веса к мощности 110 кг на одну лошадиную силу трактор мог развивать силу тяги на крюке до 800 кг. «Гном» был рассчитан на работу с трехкорпусным плугом с общим захватом 76 см при глубине вспашки до 18. Это позволяло обрабатывать до 3 гектар в день. Главным достоинством «Гнома» была простота его конструкции. В отличие от популярного американского трактора «Форсен», имевшего около 1500 деталей, «Гном» состоял всего из 300. Это облегчало как производство машины в условиях слабой промышленной базы, так и ее дальнейшее обслуживание и ремонт силами самих крестьян. Кроме того, меньший вес трактора позволял использовать его на мягких почвах с меньшим уплотнением грунта. Трактор «Гном» был спроектирован для небольших хозяйств площадью от 50 до 100 гектаров. В этом сегменте он обладал рядом существенных преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами. Трактор мог тянуть плуг, работать с жатками на уборке урожая и перевозить грузы весом до 4 тонн. Кроме этого, он мог становиться стационарным источником энергии для различных механизмов, таких как молотилки, мельницы, насосы и лесопилки. В 1922 году производство тракторов было перенесено на завод «Возрождение» в город Марксштадт, ныне город Маркс Саратовской области, а Яков Мамин отправился в командировку в Германию для закупки оборудования и привез 65 единиц станков для нового завода. К моменту возвращения Мамина из Германии выяснилось, что у крестьян стал пользоваться спросом трактор «Запорожец», еще более простой и доступный. Оценив рыночный спрос, Мамин решил модифицировать свой «Гном», взяв за основу некоторые решения запорожца. Так появился более дешевый и простой трактор «Карлик», оснащенный одноцилиндровым двигателем высокого сжатия мощностью 12 лошадиных сил. Известен также более поздний четырехколесный образец «Карлика» с двигателем мощностью 15 лошадиных сил с одной передачей и реверсом. «Карлик» имел оригинальное решение для поворота. Вместо сложного в изготовлении дифференциала Мамин разработал систему, в которой при повороте руля особые муфты разъединяли трансмиссию и одно из задних колес. Производство тракторов «Гном» и «Карлик» продолжалось с 1919 по 1926 год, но серийным так и не стало. Всего было собрано лишь несколько десятков тракторов обеих моделей. Серийный запуск не случился из-за смены политического и экономического курса страны. С началом коллективизации приоритет отдали производству мощных тракторов, способных обрабатывать большие площади колхозных полей. «Карлик», как и «Гном», задумывался для работы с пропашными культурами – хлопком, подсолнечником, сахарной свеклой в небольших крестьянских наделах, что в условиях коллективизации считалось уже неактуальным. А Мамина даже стали упрекать в том, что он создал кулацкий трактор для крестьян-единоличников. После завершения работы над «Гномом» и «Карликом» Яков Мамин продолжал трудиться в машиностроении, проектировал и совершенствовал двигатели и был награжден орденами и медалями за вклад в развитие техники. Несмотря на кратковременное производство и малое количество, тракторы «Гном» и «Карлик» занимают важное место в истории тракторостроения как первые отечественные модели. Кто знает, какое будущее могло бы ждать эти компактные трактора, если бы не коллективизация. Могли бы они стать массовыми тракторами для небольших хозяйств и занять нишу, аналогичную современным мини-тракторам? Напишите свои мысли в комментариях.
Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока!